Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу показать вам рецепт очень удачного теста. Это тесто одно из моих любимых, потому что в нем поменьше муки, в нем много творога, делается оно очень быстро и просто. Можно сразу приступать к формировке булочек и их выпеканию, не нужно долго ждать, и поэтому оно и классное. Это тесто в принципе подходит для любой начинки. Я сегодня буду делать с яблоками и хочу их натереть на терке. Поэтому очищаю их от кожицы. Беру 2 больших яблока. Натираем яблоки на крупной терке. Яблоки готовы, приступаем к тесту. Здесь у меня 200 граммов творога. Творог перетираю вот так вот вилкой. Кстати, на нашем канале есть 2 варианта, как сделать творог в домашних условиях. Я оставлю вам ссылки. 1 яйцо. Четверть чайной ложки соли, 50 граммов сахара, чайная ложка ванильного сахара, 30 миллилитров или 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Перемешаем. Можно вилкой или лопаткой. 160 граммов муки и чайная ложка с горкой разрыхлителя. Вот так сначала перемешаю, чтобы разрыхлитель распределился более равномерно. Если хотите, можно муку просеять. Если видите какие-то комочки разрыхлителя или муки, то лучше, конечно же, просеять. Замешиваем тесто. В зависимости от влажности творога и размера яйца может понадобиться чуть больше муки. Посыпаем поверхность мукой и перекладываем сюда тесто. И теперь совсем немножко его вымешиваем, пока оно станет однородным. Если нужно, то слегка припыляйте руки мукой, но не добавляйте слишком много муки, чтобы тесто не получилось забитым. И как вы уже заметили, здесь на 200 граммов творога на одно яйцо у нас получилось 160 граммов муки. Вот поэтому мне и нравится это тесто, потому что оно более полезное. Но при выпечке оно тоже получается очень вкусное и пушистое такое, мягкое, воздушное. Формируем из теста колбаску, и я буду делать 8 отдельных булочек. Чтобы было проще разрезать на равные части, я сначала разрезаю пополам. Это как нарезают суши. Потом каждую часть снова пополам. И теперь эти части снова пополам. Руки немножко припыляем мукой вот так вот и формируем круглый шарик. У меня каждый шарик весом 62 грамма. Вы, конечно, можете не взвешивать. Просто один будет чуть больше, буквально на несколько граммов, а другой чуть меньше. Противень, конечно же, нужно выстелить пергаментом, но у меня он предательски закончился именно сейчас. Поэтому я беру фольгу и смазываю ее растительным маслом. Дальше берем шарик теста, немножко его можете раскатать. Посыпайте поверхность мукой, чтобы тесто у вас не прилипало, потому что тесто очень нежное. Стакан тоже вот так вот обмакиваю в муке и просто по центру надавливаем. Все, готово. Можно пальцем еще пройтись, чтобы было у нас еще глубже. Углубление для начинки. Для смазывания булочек беру 1 желток и 1 чайную ложку молока. Перемешиваем и будем сейчас смазывать. Кстати, уже сейчас ставьте духовку прогреваться до температуры 180 градусов. Смазываю только ободок, потому что по центру у нас будет яблочная начинка. Выкладываем яблоки сверху. Кстати, я не добавляла ни сахар, никакие другие специи. Сюда можно добавить еще к яблокам, конечно же, корицу. Но я ничего не добавляла, потому что у меня такие вкусные кисло-сладкие яблоки, что не хочется их ничем портить. Вы можете добавить сахар. Можно, кстати, посыпать сахаром сверху. Он будет карамелизироваться при выпечке. Вы только посмотрите, какие красивые у нас получились такие творожные ватрушки с яблочной начинкой. Я выпекала в своей духовке 27 минут. Вы ориентируйтесь по своей, где-то от 25 до 30 минут, чтобы получились вот такие красивые румяные ватрушки с яблоками. Режим духовки вверх-вниз без конвекции.
Посмотрите, какая красота у нас получилась, ничего не пристало. Румяное, красивезное донышко. Булочки пахнут просто умопомрачительно яблоком, вот этим тестом творожным. Обязательно пробуйте, готовьте такую вкуснятину. Теперь давайте посмотрим, какое тесто. Ну, посмотрите. Ну, очень оно похоже на дрожжевое, а при этом готовится молниеносно, не нужно ничего ждать. Какая красота, мякиш просто потрясающий. Смотрите, за это время яблоко у нас превратилось в пюре, оно мягчайшее. Кстати, у меня были яблоки Golden. Конечно же, берите такие, которые хорошо запекают. Обязательно готовьте, я уверена, что вам понравится результат, потому что это хорошо уже проверенный мною рецепт творожного теста, а яблочная начинка — это всегда беспроигрышный вариант. Я с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов.